Сериал «Игра в кальмара» стал целым открытием этого года. Интересный сюжет, построенный на, казалось бы, детской игре, на протяжении 9 эпизодов заставляет зрителя переживать, буквально, за каждого героя и его участь. Антураж, пропитанный жанром триллер до последних секунд произведения, буквально не позволяет покинуть сознание зрителя. Привязанность к персонажам, а после горькая драма, бьет по самому живому. Все это стало неприемлемым фактором, позволившим данному сериалу под названием «Игра в кальмара» влюбить в себя миллионы людей. Но, как бы это было ни прискорбно, любому сериалу присуще заканчиваться. И данное произведение не исключение. Однако стоит заметить, что прямо сейчас мы с вами говорим не про произведение в целом, а именно про первый сезон. Так что, пожалуйста, не путайте его конец с концом целой истории, спасибо. Первый сезон закончился, и что это может значить? Конец сериала? Ага, как бы не так. 9-й эпизод «Игры в кальмара», а точнее последние минуты этой серии, в отличие от правильного финала, в котором ни у кого не должно оставаться никаких вопросов, оставил много вопросов, и как по мне даже больше, чем ответов. И разумеется, данный открытый финал, как ни кстати, является затравкой ко второму сезону, о выходе которого мы с вами сегодня и поговорим. Будет ли второй сезон «Игры в кальмара» или нет? Меня зовут Лайер, а у Мария друзья. Для начала начнем с того, что официального заявления о выходе второго сезона сериала на данный момент нету. И пожалуйста, не верьте сайтам, которые публикуют фейковую информацию. Официальная информация, а в нашем случае анонс, всегда происходит от проверенных источников, самого автора или стриминговой площадки, на котором был размещен этот сериал. Теперь давайте перейдем к очевидным причинам, опираясь на которые мы можем с вами предположить о возможном продолжении сериала. Первое, о чем бы мне с вами хотелось поговорить, это, конечно же, блестящие и просто безумные рейтинги данного сериала. 9 эпизодов «Игры в кальмара» буквально за очень короткий промежуток времени побили все рекорды просмотров, занимая самые горящие места, включая площадку Netflix. И тут, как мне кажется, довольно заслуженно. Очень интересная история, хорошо прописанный сюжет, пускай и с некой сюжетной броней, а также прочими нелогичностями. Также во всем этом небольшую роль сыграл эффект неожиданности. Вот скажите, у одного ли меня корейские сериалы ассоциируются с проходным и заезженным сюжетом, третьесортной игрой актеров и качеством съемки? «Игра в кальмара» стерла этот знак равно, показав нам просто наивысший уровень. И все заслуги здесь надо выразить автору данного сериала. И вот, после такого замечательного старта, таких высоких рейтингов и результатов, автора по факту с незаконченной историей не сделать второй сезон, сказав, что первый сезон закончил историю, разумеется, нет. Во-первых, как только что было сказано, история не закончена, а во-вторых, это банально невыгодно и нерационально. В 90% случаев успеха продукта авторы стараются выжать из него все соки, и как бы это было ни прискорбно, скорее всего, так и будет с данным сериалом. Но я не говорю, что второй сезон испортит сериал, напротив, он ему необходим, ведь первый сезон не закончен, а значит, продукт не испортить, как это было, например, с тем же «Форсажем» и многими другими произведениями. Вот вы и услышали первую причину, из-за которой возможен выход второго сезона данного сериала. Переходим к следующей. Об этом я уже говорил выше, но соединять два возможных фактора в один, как по мне, неправильно, да и если так подумать, успех сериала и его завершенность, слова, которые имеют разные значения. Сериал не закончен, у него не поставлена жирная и окончательная точка в сюжете, не закрыты сюжетные дыры, а также линии многих других персонажей. И если говорить проще, то автор не подвел историю к логическому концу, и если последняя точка в сюжете не поставлена, то о каком завершении здесь может идти речь? У твоего сериала высокие показатели, да и сюжет раскрыт не до конца. Что тебе мешает сделать его продолжение? Наоборот, тебе ничего не мешает закончить историю, а значит, выпустить второй сезон. К чему нас привела борьба главного героя? К финалу с открытым концом? Нет. Конец был бы открытым, если бы он набрал номер и понес телефон к уху, а после – занавес и титры. Но не показанные нам принятое его решение и возвращение. Сон Ки Хун принял решение вернуться, а значит, сюжет должен быть продолжен ровно до того момента, пока он не поставит точку в сюжете. Третья причина плавно перетекает из второй, а именно, последние действия главного героя и его принятое, а также показанные нам его решение вернуться в игру. К этому сценарному решению автора очень сильно подходит пословица «Назвался грузем, полезай в кузов». Вот согласитесь, зачем возвращать героя обратно в игру в самом конце, если вместо этого можно сделать открытый конец? Как я уже говорил выше, если бы автор не захотел делать продолжение, то он непременно бы так не сделал. Но он вернул Сон Ки Хуна обратно на тропу войны, а значит, скорее всего, продолжению быть. Четвертой причиной является объяснение нам механики данных игр, от проведения ее организации до работников, организаторов, а также зрителей. Ну и само собой, история ее создания. Да, в первом сезоне уже было какое-то количество информации касаемо ее создателя, иерархии работников, ну и причины ее проведения, желание деда и элиты с деньгами. Но для того, чтобы проникнуться данным сериалом по-настоящему, а также закрыть некие пробелы в сюжете, этого мало. До показанной игры в сериале, судя по количеству документов хранилища, было проведено совсем не 2, и даже не 3 игры, сотни игр.
и у каждой из них должна быть своя история и свои предпосылки. Как долго проводятся данные игры, кто стоял у основы ее создания, за исключением Ильнама, всегда ли он участвовал в этих играх, какие испытания, за исключением показанных нам, еще были, каким образом набирают людей для работы в костюмах, что случилось с победителями прошлых игр, где они сейчас, или быть может те богачи и являются ими, могут ли ими быть те самые миньоны в красных костюмах, и если даже нет, то данные люди все равно вызывают много вопросов, ведь согласитесь, мне ли одному кажется, что они какие-то очень идеальные, живут в своих комнатах и день за днем выполняют грязную работу. После того, как я закончил смотреть этот сериал, в моей голове появилось только две мысли, которые, возможно, могут объяснить их поведение. Первое – это гипноз, во что, конечно, мало верится, но все же. Вы видели их холодный и безразличный взгляд. А второе – это то, что этих детей и юнош выращивали специально для подобного проекта, с самого детства готовя их к этой работе. Разумеется, это только мои догадки, которые, скорее всего, являются вымыслом. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих красных миньонов, ваши теории и догадки. Мне будет очень интересно их почитать. Но самый, как по мне, интересный вопрос – это куда делись победители прошлых игр? Просто подумайте, какое огромное количество человек за определенный промежуток времени и проведенных игр, если одна игра длится всего 6 дней, стали миллионерами. Просто забрали деньги и исчезли без следа. Мне кажется, что здесь не все так просто. Почему-то я думаю, что многие из них могли присоединиться к организаторам игры или стать ее гостями. Как, например, это могло случиться с братом нашего копа. По его информации, тот участвовал в этой игре. Однако, после того, как он его находит, оказывается, что он является ее организатором. Совпадение? Как вы считаете, стоит ли мне доводить эту теорию до ума и делать по ней видео? Также пишите в комментариях. Ну и последнее, не до конца завершенные сюжетные линии многих персонажей, а в частности, полицейского Хван Джун Хо. Ища своего брата, тот случайным образом оказывается втянут в секретное расследование под прикрытием. На протяжении 9 серий он собирает улики, выполняет грязную работу, но самое главное ищет своего брата, который, как можно было понять по карте в его доме, также принял участие в этой игре. И вот, он доходит до истины, собирает компромат, однако становится достигнутым врагом и не успевает передать информацию. А самое главное узнать, что случилось с его братом, ведь никакой информации о нем он так и не смог найти. И вот, находясь у обрыва, окруженный вооруженными людьми, перед ним открывается тайна. Его брат оказывается тем самым парнем в маске, организатором данных игр. Не в силах принять подобное, Хван Джун Хо бросается в воду. Конец. Все бы хорошо, но если считать, что он погиб из-за полученной раны и прыжка с утеса, то вся его сюжетная линия банально не имеет смысла. А значит, напрашивается только один ответ – он по-любому выживет. И доведет свое дело до конца. Узнает причину брата, которая заставила его стать организатором, историю того, как он попал в эту игру и, получается, выиграл, если, конечно, следовать моей теории. И самое главное, сообщить всю ему известную информацию куда надо, что и приведет к закрытию данных игр. Ведь напомню, все его финальные действия подводили нас именно к этому. Согласитесь, вот так умереть, не передав данные и не рассекретив брата, совсем не круто для сюжета линии данного персонажа, а также для зрителей и самого автора. И если вы не смогли понять суть данного сериала, то я советую вам посмотреть это видео. В нем я объясняю истинное настроение этого произведения, а также его финал. Вот вы увидели все 5 причин, возможно, из которых второй сезон игры в кальмара все же выйдет. Напишите в комментариях свои причины, и если следовать которым, мы с вами сможем дождаться второго сезона. Надеемся, что продолжение все же выйдет, и что оно будет намного интереснее первого сезона, но также с логическим концом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и включайте колокольчик. Ну а вы были на канале Лайера. А у Мария, друзья.